Можно ли сделать наращивание на вот такие вот необычные ногти? Это запрос, с которым ко мне обратилась моя потенциальная клиентка. В общем, она скинула фотографию своих рук, говорит, а можно как-то это поправить, что-то здесь сделать, нарастить? И, конечно, первое, что я ей сказала, что ей нужно прийти ко мне сначала на консультацию. Потому что по фото, честно говоря, не было понятно, что именно с этими ногтями. Было только ясно одно. Они очень широкие и выглядит это достаточно странно. Но в процессе работы, в процессе знакомства и так называемого осмотра, если можно так выразиться, я обнаружила, что ногтевые пластины аномально широкие. И это мне сразу же напомнило такую ситуацию с ногтями, которая называется ногти Гиппократа. Может быть, кто-то слышал об этом, если нет, то информация находится в открытом доступе в интернете. Это такое состояние ногтей, когда ногтевая пластина становится очень-очень широкой. Причем это состояние является приобретенным. Я сейчас не говорю про тот вариант широких ногтевых пластин, когда, например, на больших пальцах пальчики широкие, а вот именно когда были обычные ногти, а потом стали вот такие. Вот здесь, например, очень хорошо видно, что безымянный пальчик поменял свой внешний вид, и средний тоже поменял. В общем, мы сравнивали с фотографией 4 года назад, которую клиентка принесла на своем телефоне, и, в общем, такой вот вариант у нас развития событий. Я здесь, кстати, сегодня ей выполню наращивание и выполню его неправильно. Ну, точнее как, оно так-то правильное, но так с ней работать нельзя, не получится, и в этом я, кстати говоря, даже дважды убедилась. Я решила сработать по методу Маши Кидяевой, когда она использует стекловолокно, и мне казалось, это очень правильный выбор, то есть эти ногти были бы прочные, тонкие, но на выходе получилось так, что у нас было очень мало пространства между ложа и искусственным материалом, и там все начинало преть. И мне вообще очень много писали конкретно про эти ногти, что да что тут делать, надо заложить акрилом, и все будет ок, да, там, или каким-то полигелем. Да, можно, но здесь у девушки есть такая проблема, ногти у нее постоянно зеленеют, то есть там заводится плесень, когда ей наращивают. А это значит, что проблема в том, что ее организм, он не справляется с такой инфекцией или бактериями, как это правильно назвать, да, ну, в общем, то, что вызывает у нас вот эту зеленуху, так называемую. И в итоге получается так, что у нее под покрытием все начинает цвести и пахнуть, как вы понимаете. В общем, делать нужно совсем по-другому. Как надо было здесь делать, я покажу уже в других следующих видео, а пока просто смотрите, как делать было не нужно. Почему я это показываю? Ну, потому что это мой опыт, которым я хочу поделиться, и это со мной было. Это может быть с любым другим человеком. Я сделала вот такой ноготочек, который в общем и целом, ну, смотрелся относительно неплохо. Но беда заключалась в том, что в итоге через пару дней, когда она вернулась на коррекцию, там все вспрело, и мы точно поняли, что так делать мы больше не будем.